Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Наконец-то пришло лето, когда можно готовить заливные пироги с ягодами. Мне кажется, это самое лучшее время, когда ягоды особенно наливные и вкусные. И сегодня мы с вами будем готовить на творожном тесте очень вкусный пирог с абрикосами. Это мамин рецепт. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, давайте начнем наше приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Тесто готовим сразу. 400 грамм творога выкладываю в емкость. У меня творог мелкозернистый, я его готовлю в домашних условиях. Ссылку оставлю под видео в описании. Сюда же добавляем сахар 150 грамм и 4 яйца, и желтки, и белки вместе. У меня яйца среднего размера. Сюда же добавляем для баланса вкуса щепотку соли, 5 грамм ванильного сахара. И сейчас все смешиваем. Взбиваем где-то минутки 3-4. Абсолютно долго взбивать не нужно, только до того момента, чтобы масса стала однородной. 150 грамм сливочного масла, у меня 82% жирности. Отправляем в сотейник. Масло нам кипятить не нужно, только слегка его размягчить. Разогревать масло буду на медленном огне и уже сразу включаю на 170 градусов в духовку. И сейчас аккуратно вводим сливочное масло растопленное и все смешиваем до однородности. — 250 грамм просеянной муки, у меня мука белая пшеничная, и сюда добавляем пакетик разрыхлителя. И все хорошо смешиваем. Готово. Добавляем все к массе. И сейчас венчиком вот так аккуратно снизу вверх вымешиваем массу до однородности. Такие пироги обычно на таком творожном тесте с разными ягодами, с разными фруктами, с консервированными фруктами вы можете и замороженными ягодами. Это очень вкусное тесто. Круглый год мы готовим. Очень быстро, легко. Вот за 15 минут и у вас тесто готово. Можно порционно выкладывать в формочки и как кексы готовить с ягодами. Можете вот так целым пирогом. Все, масса готова. Вот такая она получается. Такое тесто слишком долго крутить, вертеть не нужно. Вот так его слегка смешали. Вот такая должна быть масса. Обратите внимание. Готово. Форма у меня керамическая. 24 сантиметра в диаметре. Я подготовила также пергаментную бумагу. Все ее сжала. Вот так. Чтобы она удобно принимала форму. Если у вас пергаментная бумага не очень хорошего качества, обязательно ее нужно будет промаслить растительным маслом. У меня силиконизированная. Вот так. Немножко на дно, чтобы зафиксировать. Я визуально массу делю на две части. Сначала выкладываю одну часть, распределяю ее. Я очень люблю такой пирог также готовить. Вы можете с вишней и абрикосы. Очень красивое сочетание. И вкусно, и красиво. Вишню с абрикосами. Можно вишню в серединку, абрикосы сверху. И наоборот. Вишня дает кислинку, а вот мясистость абрикоса просто великолепно сочетается с вишней. Так, у нас готово. Абрикосы я подобрала маленькие, так как форма у меня небольшая. Хорошо их промыла. Очень мясистые абрикосы. Посмотрите, какие они. Косточку удаляем и сейчас выкладываем вот таким образом. Оставляем немножко расстояния. Сверху будем выкладывать остальное тесто. Немного вот так притапливаем фрукт, чтобы оно лучше пропекалось. И сверху выкладываем вторую часть теста. Я люблю, когда творог чувствуется, поэтому я его не стала погружным блендером измельчать. Крупинки творога видны. Если вы любите так, чтобы прям вот творог не чувствовался, то можно пропустить
творог либо через сито, либо погружным блендером его хорошо измельчить. И вот так все распределяем по поверхности. Очень люблю заливные пироги летние с ягодами. Быстро готовятся, вкусно. У меня на канале есть очень много рецептов вкусных заливных пирогов. Я оставлю ссылку под видео в описании. Посмотрите, мои дорогие, я думаю, вам будет интересно. А также у моей дочери на канале Lydia Sweets тоже очень много хороших проверенных рецептов. Оставлю ссылочку под видео в описании. Оставляйте от края место, обязательно, это очень важно. Иначе ягодка, она немножко подтает и у вас будет полость. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу, что сколько пойдет на такой пирог. У меня ушло ровно 10 абрикосиков, маленьких, небольших. И сейчас сверху мы посыпаем, вот именно там, где тесто, посыпаем миндальные лепестки. Очень вкусное сочетание, они подпекутся, станут хрустящими. И с любой ягодой и фруктой очень вкусно сочетаются. Зимой я готовлю такой пирог с консервированными абрикосами, консервированным манго. Очень любим с консервированным ананасом. В общем-то, как вам нравится. Вот в таком виде мы сейчас отправляем в духовку. Выпекать будем при 170 градусах 40-45 минут, а возможно и 50 минут. Проверяем деревянной лучинкой. Включаем вверх-вниз. У каждого духовка разная, поэтому смотрите по особенностям вашей духовки. Вы даже не представляете, как невероятно пахнет на кухне деревянной шпажкой. Я зубочисткой деревянной проверяю. Особенно серединка бывает не пропекшаяся. Видите, края понятно, что они очень хорошо пропеклись. Все готово. Если вы дольше его будете пропекать, он будет жестким. Он у нас пекся 53 минуты. Посмотрите, как он великолепно пропекся. И пока горячий, посыпаем сверху сахарной пудрой. И он сразу становится очень гламурный, красивый. Хоть на праздничный стол, хоть на чаепитие с компанией, с семьей. Просто изумительный. Посмотрите, какой красивый. Итак, дорогие друзья, пирог получился просто на славу. Он получился влажный, нежный, с нежной кислинкой абрикоса. Великолепное сочетание. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Ваша подписка, комментарии и лайки помогают процветанию канала. Делитесь моим видео со своими близкими и в соцсетях. Я вам буду очень признательна. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам мирного неба над головой. И до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.